Испания хочет ввести на государственном уровне запрет соцсетей для детей до 16 лет. Я, кстати, сам работал в социальной сети 3 года. Вот, поэтому немножко даже от себя в эту часть скажу, да. Алгоритм мне просто подкидывает эти супер-супер видео, которые хочется смотреть. Ребенку из этого вывести практически невозможно. Возможно. Они хотят, чтобы ребенок потреблял контент на Ютубе. Возможно, вот ой-ой-ой-ой-ой, можно в 12 лет посмотреть порнографию. Это странно вообще видите вот это вот опасение такого контента. И что при этом будет с ребенком, для него будет благо или вред, им в целом безразлично. Я считаю, что в этом плане ты просто можешь что себе, что своему чаду выстроить тот ГУЛАГ на том уровне, на котором ты хочешь. И только поэтому Санчес приходит и говорит: ребята, я хочу это закрутить, потому что... То есть, это сам себе закон не очень, но Педро Санчес предлагает еще больше зарубить, я с этим не согласен. Соцсети запретить — это как будто еще что-то такое лайтовенькое, да? Но вот если, допустим, начнут запрещать там сельдерей по какой-то причине, а вы очень любите сельдерей, считаете вот... Я буду не согласен с этим. Буду дома тайком выращивать, возможно. То есть, что, да, то есть, тут тоже вопрос рационали. Я сам работал в соцсети. Вот, извините, да. На самом деле это их право. Я в этом плане не хочу быть каким-то огромным судьей, который стоит над всеми родителями и поучает, как им надо воспитывать детей. Аплодируем сами себе. Тема сегодняшних дебатов: Испания хочет ввести на государственном уровне запрет соцсетей для детей до 16 лет. Перед началом дебатов мы узнаем общий срез зала. У вас есть две бумажки, красная и синяя. Красная — вы поддерживаете запрет, за запрет. Синяя — вы против этого запрета. Давайте узнаем, какие мнения у вас в зале, и после этого на самом деле начнем дебаты. Ой, это я расселся. Так, Красная власть еврейский. Мне показалось интересным услышать мнение тех, кого мы защищаем. И перед началом два ребенка, согласие их родителей, скажут свое мнение относительно этого запрета. У нас две Алисы, и мы с ними нырнем в две кроличьи норы. Сначала Алиса Пищулина, скажи мне, пожалуйста, свое мнение. Мое мнение, на самом деле, я раскидала, оно довольно более нейтральное, но оно базируется на двух моих мыслях. И первое — это то, что мне не нравится вот эта вот сама идея того, что говорят, что если не введут этот запрет, мы должны будем при регистрации на платформах всяких разных социальных сетей, мы должны будем вводить наш номер ДНИ, социального документа. И это вот мне не очень нравится, потому что такое запрещение может повлечь за собой более серьезный, и как будто бы это может повлечь за собой даже какой-то контроль государства над населением. И мне это не очень нравится. Но я все же более склоняюсь, мне больше нравится моя вторая мысль. Она позитивная, позитивная, в смысле, за то, что я за этот запрет, потому что и в моем окружении, и в целом, я знаю, что есть очень много подростков, детей, которые сейчас страдают от зависимости от телефона, и которые просто ее имеют. И я даже сама себя могу причислить к числу этих людей. И я не знаю, что это очень тяжело и неприятно. И я надеюсь, что этот запрет может как-то помочь нам с этим справиться. И меньше использовать телефон или просто правильно хотя бы СМИ. Вот, такое у меня мнение. Спасибо большое. Дорогие, пройдем со второй Алисой, с Алисой Карпус, пожалуйста. Я считаю, что этот запрет ни к чему не приведет, поскольку обычно такие же жесткие запреты проявляют повышенный интерес. Вместо этого нужно обязывать Instagram, TikTok, Facebook и остальные социальные сети к тщательной сортировке контента. Еще можно ввести закон по экранному времени в социальных сетях вместо полного запрета. Еще было бы неплохо ввести в школьную программу урок по цельной грамотности, поскольку я не вижу разницы, если
в социальные сети дойдет впервые 16-летний подросток или 14-летний подросток, он будет также не защищен, если они будут знать основы цифровой грамотности. Но я понимаю, что на просторах интернета есть и опасный контент, и неприемлемый. Но также социальные сети могут быть полезны. Например, блогеры-миллионники могут распространить информацию за считанные часы, в то время как обычные пользователи будут распространять эту информацию около недели или даже больше. Еще социальные сети хороши в распутке бизнеса или в поиске информации. В общем, я считаю, что жесткий запрет не нужен. Скорее нужно сократить экранное время. Спасибо большое. Вы не задаете вопросы, потому что просто вопрос. Это мой вопрос конкретно к ребенку просто, ну, ко взрослому. Вот ты сказал про экранное время. А как ты думаешь, вот какое экранное время вот в вашем возрасте может быть? Ну, сейчас мне 14. Я читаю примерно 30-40 минут в день. Вот, я думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Сегодня у нас двое участников, и я, и Андрей. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. И давайте узнаем, что они думают. Они озвучат свою позицию, чтобы вы понимали про того, как он. Все, я убираю недоход. Я надеюсь, нас будет слышно вот так. Так, сначала участники говорят, какую они занимали позицию, затем 5 минут на представление позиции у каждого, затем перекрестные вопросы, и затем вопросы из зала, которые самое интересное. Кто из вас, давайте камень, ножницы, бумага, кто из вас начнет первый? Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Ты начинаешь. Илья начинает первый. Расскажи, какую позицию ты занимаешь. Я хочу сразу обозначить, что я понимаю, что соцсети это, в принципе, инструмент опасный, в котором люди могут подвергнуться кибербуллингу, в котором много всякой информации, которая не очень потребна для того, чтобы люди ее видели. Но я считаю, что нельзя перекладывать ответственность за воспитание детей с родителей на государство, что является вот этот запрет чем является этот запрет на соцсети. Также я хочу защитить позицию того, что это абсолютно неэффективная мера. У меня есть много примеров, наверное, я потом раскрою. И также я хочу после этого привести к тому, что эта мера повлечет за собой довольно ужасные последствия, которые вы можете наблюдать, в принципе, не в Испании, а в стране, с которой, скорее всего, большинство из вас родом, как и я, из России, потому что на самом деле большинство текущих запретов в России, блокировок, начинались буквально из-за того, что это дети. Андрей, у тебя расскажи, пожалуйста, какую позицию занимаешь. Да, всем привет, меня зовут Андрей, я, собственно, буду выступать с позиции поддержки властей в этом случае, необычная для меня роль, на самом деле. Вот, да, но, тем не менее, да, я считаю, что владельцы социальных сетей — это такая некая машинерия, и их цель, собственно, заработок, они не злые, не плохие, не хорошие, не добрые. Их интерес — это удержание внимания, и удержание внимания достигается таким, можно сказать, технологическим путем. И что при этом будет с ребенком, для него будет благо или вред, им в целом безразлично. Если ребенок триггерится на какой-то деструктивный, плохо эмоциональный контент, то им это все равно. Я, кстати, сам работал в социальной сети 3 года. Вот, поэтому немножко даже от себя в эту часть скажу. Да. Сейчас вы поняли, кто какую позицию занимает, и в конце нужно будет проголосовать, кто, на ваш взгляд, победил в дебатах. Даже если вы, возможно, занимали другую позицию, но показалось, что другой человек, который занимал противоположное мнение, выступил лучше, голосуйте за него по-честному. Ну или по-честному, как заблагорассудится. У нас демократия в этом плане. Ну что, у тебя было первое слово 5 минут на аргументированную позицию. Хорошо. Я все-таки хочу сказать, что решение Санчеза — это больше популистское решение, больше резкое, необдуманное решение, которое хочет приняться поспешно. И давайте начнем с того, что
у нас есть такой принцип субсидиарности, что на самом деле хорошо было бы, чтобы решение о том, как семья взаимодействует с ребенком, ну, ребенок все-таки, я считаю, что ребенок до 16-18 лет не имеет субъектности. Поэтому решение того, как семья должна взаимодействовать с ребенком, должно приниматься самой этой семьей, а не государством навязываться сверху. В чем является этот запрет? Если можно будет, потом могу раскрыть эту позицию. По поводу эффективности этого запрета, тут можно просто сказать, что я считаю, что родители вправе сами создать информационный ГУЛАГ своему ребенку, белые списки, миллион способов поставить родительский контроль, и вы это прекрасно знаете, прекрасно знают родители, с которыми я общался, прекрасно знают мои родители, моя сестра, все прекрасно это знают. При этом государственный запрет, как мы можем видеть в России, как мы можем видеть в Британии, как мы можем видеть где угодно, может привести к тому, что ребенок, просто скачает VPN с Play Market и обойдет его. То есть, вы можете сказать, что можно усилить этот запрет, там что-то смотреть, но результат как бы в России можете видеть. То есть даже несмотря на все вот это, запреты обходятся. Хотя допустим, Discord был запрещен именно потому, что там дети, надо о них заботиться, все плохо, ничего пользуются. То есть ничего не сделать, довольно неэффективный способ. Про последствия я хочу сказать, что, судя по всему, Telegram не будет вводить обязательную проверку возраста и запрет пользования детям до 16 лет, что, скорее всего, приведет к блокировке Телеграма. Забавно, что на эти дебаты мы собирались в этом мессенджере. То есть, формально эта проблема касается лично меня, потому что если Дуров и Санчес не договорятся, я лишусь платформы, мне придется пользоваться проксями. Интернет, к которому я на самом деле ехал, к нормальному, отлично работающему интернету, он станет хуже. Просто станет хуже, потому что родители не способны сами настроить белые списки для своих детей. Я не очень это поддерживаю. Сколько времени еще? Еще 2,5 минуты. Можешь сказать, что все закончил? Не-не-не, я тогда я немножко сейчас копну в историю. Вообще, вы задумались, почему интернет свободный? То есть это достаточно необычная мысль. Интернет, он вообще-то изначально создавался как закрытая военная сеть, но он стал свободным. Почему? Дело в том, что это проистекает из американского права, из американской конституции. Есть два прекрасных прецедента в 1997 году. Первый — это Зерен против Америка Онлайн, который постановил, что платформы не несут ответственность за действия пользователей, потому что иначе бы суды могли бомбить все платформы, и никакие соцсети не могли бы существовать, потому что они бы несли ответственность за контент пользователей юридически. А второе — это REN против American Civil Liberties Union. И в этом деле суд постановил, что интернет получает такую же защиту свободы слова, как печатная пресса. Я сейчас ни в коем случае не апеллирую к тому, что американское право в этом плане является диктатом в Испании. Но когда кто-то говорит, что критикуешь, предлагай, я предлагаю ориентироваться на архитектуру интернета такой, какая она возникла. Возникла в 1997 году и держится до сих пор в Америке. Этой архитектурой Европа пользовалась примерно с этого 1997 года. Особо в это не вмешиваясь. То есть мы, конечно, можем вспоминать всякие законы GDPR и прочее, но на самом деле довольно сильное давление в плане хейт-спича и прочих регуляций до запрета, оно началось довольно недавно. И я считаю, что это движение в сторону балканизации интернета, то есть что у нас все будет фрагментарно, национальные сети, как, в принципе, сейчас идет по этому пути России, подсматривает его Европа. То есть, мне это не очень нравится, я выступаю против этого, я скорее за то, чтобы мы в Испании не шли по пути Китая, по пути России. 40 секунд. Все, спасибо. Спасибо большое. Есть у оппонента возможность задать вопрос какой-то или прокомментировать, сразу перейти к своему... Да, наверное, все это и все, а потом можно меняться. Вот. И 5 минут на твои представления позиции, аргументированная. Поехали. Собственно, я с своей стороны выступаю с того, что да, у нас есть травмирующий опыт России, но это не всегда повторение, и мы, конечно, смотрим через свою призму, которая очень такая травмоопасная, и у нас тоже все блокировки начались, на самом деле, по-моему, борьбы с самоубийствами, если не помню, первые блокировки РКН ввел, по-моему, под этим предлогом, что вот. А в дальнейшем мы знаем, чем закончилось. Но, тем не менее, я считаю, что это не всегда все так и не всегда все однозначно. Та же Европа сильно зарегулированная страна, и наша жизнь сильно здесь регулируется. Тем не менее, здесь уровень свободы выше, чем в России.
Вот. Если же говорить по фактам, было самое огромное метаисследование, в котором принимало участие 2500 подростков, которых на входе специально отсеяли так, чтобы у них не было никаких эффектов СДВГ. То есть был входной фильтр, где, собственно, дети с проявлением СДВГ не участвовали в этом опросе. По прошествии 2 лет мы увидели дозозависимый результат, при котором дети, которые сидели много в социальных сетях, у них через 2 года проявления СДВГ были у 10,5%. Это вот первый аргумент. Да, это второй момент, что соцсети во многом, особенно с рекомендательными бесконечными лентами, это в целом новый табак, они влияют на те же зоны мозга, они также триггерят те же проблемы, которые есть у наркозависимых. То есть, например, DOI-5 — это справочник медицинский, как МКБ, он измеряет зависимость от социальных сетей так же, как поглощенность, толерантность, изменение настроения, тревога, раздражительность без телефона или без наркотика, конфликт, то есть ты при отъеме готов ругаться даже с этим, и рецидив, то есть ты даже после удаления его обратно ставишь. Это были большие исследования, которые также это все подтвердили. И третий, наверное, самый важный момент — это мозг ребенка. Он до где-то 20, на самом деле, я сейчас никого обидеть не хотел, что до 25 лет у нас хуже с торможением. То есть у нас с 13-16 лет очень сильное дофаминовое восприятие, то есть мы очень хорошо воспринимаем дофамин, но с точки зрения торможения нам очень сложно. Это вот просто биология. И именно вот в этом возрасте к рекомендательным алгоритмам ребенок имеет наименьшей, как бы сказать, защиту, и это очень сильно влияет на формирование у него зависимостей. Вот, наверное, я глобально высказался, у меня есть 2 там минуты. 2 минуты, ну вот, наверное, я и на этой теме закруглюсь. Ну или могу дать цитаты, вот, если у меня то, что в той заготовке. Это цитата, например, из внутренней документации YouTube, вероятный автор, в суде не раскрыли. ФИО есть предположение, который прям писал о модели YouTube. Цель не просмотры, а зависимость зрителя. Это в суде доказанная цитата. Дальше тоже в суде представленные доказательства. Инстаграм — это наркотик, мы барыги. Это внутренний чат работников Мета. Дальше внутренние исследования Инстаграма, которые были опубликованы только по требованию суда. Из-за незрелого мозга подростки становятся труднее остановиться. Вот это, в общем, внутренняя презентация Ten Ecosystem. То есть, типа, в целом они эксплуатируют зависимость детей вот, по довольно таком злой, я бы сказал, машинерии в плане формирования зависимости. Вот. Я, наверное, все в этих тезисах. Супер, стоп. Уложились в 1 минуту. У тебя есть возможность как-то прокомментировать и задать вопрос своему партнеру. Пожалуйста, у тебя будет 1 минута, чтобы ответить. Это удивительно на самом деле, потому что я сейчас условно слушаю, я все согласен с человеком, просто проблема в том, и к этому идет мой вопрос, почему при всем вот этом вот, то есть мы понимаем, что соцсети — это как алкоголь и табак, хотя я не очень согласен с аналогией, буду честен, это скорее ложная аналогия, но вот вы хотите сказать, что там вот это очень вредно. Почему в таком случае мы должны переносить ответственность за потребление соцсетей с родителей на государство? Ну, я отвечу так, что по какой-то причине мы ответственность эту перенесли на государство, и почему-то мы не обсуждаем сейчас допустимость распития алкоголя 12-летними детьми. Вот, и там табакокурение. Может быть, мы можем на отдельной дискуссии это обсудить, но тем не менее я считаю, что в защите от деструктивного того, что уже как бы начинает, как бы сказать, ну, то есть я считаю, что моя аналогия с табаком и алкоголем во многих аспектах применима, и государство сформировало такую модель, которая мне считается приемлемой. Стоп. Это был вопрос или это был комментарий по Гринчу? Это был первый вопрос. Первый вопрос. Отлично, хорошо. Тогда, собственно говоря, мы автоматически уже перешли к вопросам участников друг от друга. У тебя есть возможность задать вопрос своему оппоненту. Да, я сейчас задам, вот если прям, я душный с цитатками. Так, вопрос первый. Да, но это вот как раз прямо «The goal is not viewership, is a viewer addiction». Это говорил, судя по всему, вице-президент YouTube вот во внутренней документации. То есть
Считаешь ли ты, что если даже внутри себя компания говорит, что они развивают именно addiction, зависимость, не считаешь ли ты, что почему-то эта ответственность должна лежать на родителях, если они сами говорят, что они развивают зависимость? Пожалуйста. Хорошо. Я все-таки считаю а, и выступаю за свободу слова в такой довольно абсолютной, и, наверное, это многим может не понравиться, но в довольно абсолютном виде. Но применительно к Испании, применительно к этим дебатам, я могу сказать, что несмотря на то, что платформа себя ведет так, отдельные участники этой платформы, кстати, забавно, что вот YouTube — это не совсем соцсети, я потом про это задам вопрос, потому что все-таки изначально там мы вели речь о соцсети, там ВКонтакте, Они Facebook, попадают Instagram. под определение. Нет, да, я согласен, но при этом согласись, что это немного в другую сторону уход от соцсети, в что-то другое. Вот. И я считаю, что такое вот, что платформа, она может себе ставить такие цели, это нормально для нее, 5 секунд. а для родителей нормально это учитывать и контролировать. Твой вопрос второй твоему оппоненту. Знаешь ли ты, что уже сейчас, большинство соцсетей, они запрещают регистрироваться детям до 12 лет, до 13 где-то. При этом есть исследование, которое показывает, что на выборке 10 тысяч подростков 68% детей меньше 13 лет сообщили, что используют социальные сети, несмотря на запрет. То есть уже такой запрет существует, он уже обходится. Это очень... Спасибо за вопрос. Это американское законодательство КОПа. Там действительно требуют, чтобы дети не могли до 13 лет регистрироваться. Но вся валидация оказалась столь слабой, что они просят ввести возраст. Никакой проверки нету. Ты когда выбираешь в форме, он спрашивает твой возраст, и ты даже проскроллить возраст твой не можешь. Он тебе даже в этих скролл-барчиках, фейсбукчиках не даст тебе указать возраст. Ты тыкаешь любой равный возраст и регистрируешься. Сказать, что это эффективное законодательное ограничение, извините. Тогда фуллап, пробовал ли ты подтверждать возраст в последнее время в Ютубе? Я подтверждал возраст в Reddit только вчера через VPN. Мне было интересно посмотреть, как это устроено. Я проверил. Твой вопрос твоему оппоненту второй. Это опять цитата. Я все буду в цитатах. If we want to win a big team, по-русски давай скажу. Если мы хотим выиграть в большую с подростками, нам надо вовлекать детей как можно раньше. И это внутренняя коммуникация Мета, 2018 год. Они используют слово twins, то есть это до 10-12 лет. То есть скажи, вот как тебе, типа, что нормально ли, да, что компания формирует такую глобальную цель, что для того, чтобы удерживать долю на рынке, им надо вовлекать в свою аддитивные как раз сети детей на максимально раннем возрасте? Вот это хороший вопрос. В принципе, про то, что и предыдущий, если можешь заметить. Я бы, наверное, еще тут привел такой пример. Наверное, такая же абсолютно стратегия у продавцов сладких напитков. То есть, условно, какая-нибудь Кока-Кола, она, естественно, ставит своей целью, чтобы как можно больше детей ее пили, чтобы они от нее получали аддикцию и прочее. Но при этом, как можно заметить, то есть, несмотря на то, что у нас есть там в Испании какие-то законы про сахар, про то, что все там сахарозаменителем теперь, люди продают колу, никто не говорит про то, что им запретить продавать детям до 16. То, о чем ты говоришь, это стандартный механизм аддикции, такой же, как и кофе, такой же, как и сахар. Все-таки я склоняюсь к тому, что компании могут иметь внутреннюю стратегию, которую они могут описывать агрессивно. Это просто ни хорошо, ни плохо, как ты сказал, они хотят денег. С нашей стороны надо контролировать сам контент, который они выдают, и подчинять его правилам. Реплик у меня нету. Да, вот есть возможность прокомментировать. Я бы сказал, что сравнивать с Кока-Колой немножко несправедливо. Я все-таки выделил бы туда как раз и сигареты, и алкоголь, на самом деле, в эту категорию, потому что если оценивать вред, то в моей шкале, и это можно подискутировать, вред от Кока-Колы менее деструктивный. И уровень зависимости от Кока-Колы по всем исследованиям ниже, чем от табака, алкоголя и социальных сетей.
Это был комментарий, его уже не прокомментируешь, чтобы, соответственно, не удлинялись наш дебат. На самом деле, мы сейчас переходим к самой интересной части, это вопросы из зала. Вы можете задать по любому вопросу, да, любому участнику. Лепил Виталий первый, Вась, ты второй. Да, такой вопрос к вам. Понимаете ли вы, что данные изменения затрагивают не только детей, но с вашей позиции, что подтверждать возраст там, через ДНР, например, вы понимаете, что это будет касаться не только детей, но вообще и всех людей, кто пользуется этим? Как вы к этому относитесь? Но я скажу так, что законодательство Испании уже регулирует это жестко. И подключая интернет или симку, вы уже использовали свое удостоверение личности. Государство имеет возможность знать, кто, где и как находится. В Испании порядка нескольких тысяч человек уже сидят за посты в социальных сетях, поэтому я не думаю, что государство в этой части ищет дополнительные возможности для репрессий, потому что репрессивный аппарат у него достаточно уже хорошо развит в этой части. Дело не в этом, Сейчас мы даем возможность еще раз задать вопросы. это не вопрос, комментарий. Просто... Ответить он же не может. Я буду болтать. Просто это не работает, например, для каких-то общественных сетей, школ и так далее, где мы имеем, скажем так, вот вы сказали, интернет жестко привязан к человеку, но на самом деле это не так, и это очень ограничено в рамках, скажем так, личных устройств. Но в целом, если мы берем школы, берем университеты, кафе и прочее, это никак не привязано к личности. И, собственно, проблема... А я ответить не могу. Нет, это вопрос, да. У меня вопрос, Андрей. Да. Правильно? Я Андрей. Тоже к Андрею. Я понимаю концепцию того, что соцсети вызывают зависимость, и мне нравится, как вы сравниваешь это с алкоголем и табаком. Я хотел бы немножко развить эту мысль, чтобы чуть получше понять твою позицию. Если это по вреду наравне с алкоголем и табаком, считаешь ли ты, во-первых, что современные методики борьбы с алкогольной и никотиновой зависимостью эффективны, что просто ограничение возраста продажи действительно помогает с этим бороться? И второе, если, уже отдельно, даже если мы говорим, что да, это методика, которая хорошо работает, почему в таком случае соцсети мы будем запрещать только до 16 лет, а не до совершеннолетия? Очень хороший вопрос, отвечу на оба. Сейчас я не буду лазить цифры, чтобы отвечать по цифрам, но исследования показали, что просто увеличение возраста продажи табака и алкоголя в Штатах были штаты, где сдвигали с 18 на 21, снижало количество, например, смертей от алкогольного опьянения. И вообще есть прямые зависимости от увеличения возраста продажи от табака и алкоголя к смертности и смертельным ДТП и куче инцидентов. То есть есть прямая зависимость, и там зависимость на примере одного города было 5000 смертей было в год, после сдвига с 18 до 21 оно упало до 2000. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, ты говорил, что эффективно ли... То, что если они равны с табаком и алкоголем, Я считаю, что эта мера... ограничиваем, когда 16 годами они... Я бы вообще делал 18 лет. Вот мое личное мнение, просто дискуссия была зафреймлена в 16 лет. Если меня спрашивают сейчас, я бы считал, что от рекомендательные алгоритмы социальной сети надо отсекать до 18 лет. Это мое вот личное мнение. Сейчас прошу, да, следующий вопрос. Андрею. Да, к Андрею. Такой действует момент. У вас есть дети? Да. Если будет запрет до 18 лет введен, как вы думаете, у них не будет передоза 18 лет, когда они официально могут пользоваться соцсетями? Но Можно сразу флаг. Как вы планируете обучить детей, чтобы они адекватно пользовались соцсетями, когда им легально можно это делать? Хорошо, я отвечу. Первый вопрос — это восприятие, как раз вот мы про дофамин говорили, что это возраст самого высокого риска, к 25 годам появляется наивысший контроль, да, и чем дальше, тем лучше. Соответственно, вот поэтому мы в 16 лет могли играть всю ночь там в какую-то игру до 5 утра, не оценивая того отложенного риска. И это как раз проблема подростковой аудитории, что чуть позже это смещается просто биологически. Это вот первый вопрос, да, как я собираюсь, я со своей стороны не пытаюсь это отдать все в государство, я с дочкой говорю, и мы стараемся разумно иметь какие-то лимиты, я с этим согласен, но если социально я буду единственным родителем, условно, среди всех,
кто это делает, а все остальные сидят в телефонах, и у всех это социально одобряемо, я буду очень девиантный, а у детей очень важна социальная поддержка. То есть если 30 детей сидят в телефонах, а у моей дочки папа безумный, и он ее ограничивает, ей будет очень сложно, я буду ее очень девиантно фреймить. Вот, чего я тоже не хочу, поэтому я хочу поддержки государства в этом вопросе. Время, прошу. Есть социальные сети. Это у нас часть в целом, ну, некого культурного и социального взаимодействия взрослых людей, неотъемлемая часть жизни, которую никто не собирается ни купировать, не устраивать никакие, как там, антитабачные кампании, антиалкогольные кампании, кампании против соцсетей устраивать никто не собирается. Соответственно, у нас ребенок 16 лет приходит такой к социальным сетям и дальше не знает, что с ними делать, хотя это и социальное взаимодействие, и работа, и очень большое количество историй туда вплетено. Почему мы разговариваем про запрет или не запрет социальных сетей? То есть я понимаю, что это тема дебата, например, не про регулирование либо родителями, либо государством. Почему мы не говорим о том, что да, может быть некая регуляция образовательной сферы про социальные сети? Так, тут 3 вопроса. Как вы Программу, которая будет вводить... формирование образовательной программы, которая вводила бы ребенка в безопасных... У меня на это есть, кстати, ответ. Я сначала передаю, а я сейчас задам. На самом деле тут забавно вышло, что как раз Андрей говорил про то, что его ребенок, возможно, будет девиантным, потому что он не будет сидеть в соцсетях, когда все остальные вокруг сидят в телефоне. А я тут как бы хочу заметить, что, возможно, остальные дети просто с родителями нормально прокоммуницировали и, допустим, согласились, что в соцсетях сидеть можно, вот в таких-то пабликах мы следим за этим. И на самом деле вот эта коммуникация после этого просто летит в мусорку, потому что Педро Санчес сказал нельзя, значит нельзя, все не будут это делать. И я считаю, что это неправильно. Я считаю, что родители как раз, вот я тут за то, чтобы государство помогало родителям, предоставляя образовательные ресурсы, опционально ты можешь показать ребенку, типа, как пользоваться соцсетью, там, что делать, что не делать. А вот навязывать запрет — это уже лишнее. То есть, в принципе, родители тут могут сделать это все самостоятельно и перекладывать нельзя. Я отвечу. Точный ответ. Все, окей, хорошо, так. Да, было исследование, оно называлось, в Штатах была программа по расширению грамотности по вреду употребления наркотиков. То есть был город выбран, и у него как раз интересный был кейс, две фазы. В период, когда там была действовала программа DARE, это вот грамотность о вреде наркотиков, о том, что вот это все плохо, тем не менее при повышении грамотности употребление наркотиков возросло на 5%. Потом изменилось руководство, да. Я могу ссылки, все, я фоллоуапом могу заслать. Вот, в итоге при смене руководства и тотальное закручивание и борьбы с наркотиками снижение на 40% произошло потом. То есть это вот само по себе просто так информирование против наркотика, оно не всегда работает эффективно. Вот это мое мнение, в целом это как бы даже подкрепленное исследованием на примере наркотика. Я согласен, что мне скажут, что нельзя сравнивать наркотики. Уже поднял. А я тем не менее считаю, что как бы это очень близко, потому что это задействует те же дофаминовые части мозга. Как Кока-Колы. Прошу вопрос. Да, спасибо. У меня вопрос к Андрею тоже. Извините, уж так получается. Запретите книга. Я При этом взяли деньги. А сейчас все изменится, сейчас подход. Вот, вопрос такой. То есть вы поддерживаете запрет, который фактически забирает у вас некоторую часть воспитания, которое проводится над своими детьми, да, и контроль над своими детьми, вы ее отдаете, чиновнику, условно говоря, да? Это вы согласны? Нет, не согласен. Нет, вы тогда можете это быть? Я считаю, что вот как про... Это был вопрос? Это было, я просто думал, что будет этот человек согласен. Хорошо, объясни. Я не согласен по той причине, что есть если сейчас все одноклассники моей дочки будут курить сигареты, как это было 100 лет назад,
ты убеждай мою дочку не курить, и мне надо будет очень много тратить усилий моральных. Я буду сопротивляться и государству тоже, которое говорит, что сигареты это хорошо, отбеливают зубы и вообще хорошо. Откройте журнал Time от 21 года, там куча рекламы о пользе медицинской, как сигареты очень хорошо на все влияют. Детям тоже. Вот, соответственно, как бы грести против шерсти тяжело. Я сейчас прошу, не, как бы, почему я поддерживаю, я считаю, что это как бы некий тренд, который сейчас идет в конве вот с моим видением процесса. Вот. Какой-то вопрос собирался после этого? Но все-таки это не отменяет того факта, что вы как бы отдаете... Потому что Почему конкретно, я наоборот, как конкретно в этом решении вы согласны с правительством. Но Да. однажды будет какое-то решение, в котором вы будете не Да, согласны. и я буду тратить огромное количество усилий, объясняя ребенку, почему я не согласен с политикой властей. И то же самое по поводу происходящего, например, в конфликте России и Украины. Я очень много ей рассказывал про всего, почему я не согласен с позицией властей. Я это поговорил. И Вот. поэтому, да. Да, и вот мой вопрос, вот где проходит ваша вот эта вот персональная граница, да, то есть если мы возьмем такую градацию огромную, то есть соцсети запретить, это как будто еще что-то такое лайтовенькое, да, но вот если, допустим, начнут запрещать там, есть конкретные продукты, пить, с чем вы не согласны, представьте, воду запретят, ну, такая глупый пример, да, но запретят не Кока-Колу, не что-то такое объективно вредное, а запретят, например, сельдерей по какой-то причине, а вы очень любите сельдерей, считаете, вот и где ваша вот эта вот граница, после которой... Ну, это очень Нет, это абстрактно. запрещать нельзя. Ну, я скажу, что это очень абстрактно про сельдерей. Я не особо его фанат. Ну, допустим, не знаю, там клубнику запретят, которую я люблю, да. Но, как бы, если клубнику запретят ввиду того, что она заражена адской бактерией, мы все умрем, я скажу, ну, окей, жалко мне клубнику. Если же ее запретят просто потому, что президент не любит красное, да, например, и это запретит, то как Типолина будет, ну, как бы, какая, я буду не согласен с этим. Буду дома тайком выращивать, возможно. Ну, то есть, что, как бы, то есть, тут тоже вопрос рационали. Лежит сильно. Да. Вот. Прошу, да, прошу вас, Васил. После тебя дам колком, ты еще не задал вопрос. Да, у меня мини-спич вот по поводу там клубники или все остального. Мы не сравниваем, типа, мы сравниваем алкоголь, сигары и зависимости. То есть, как бы, клубнику, сельдерей — это немножко не в ту степь. По поводу вопроса, по поводу, типа, как детям 18 лет научиться жить с этим? Как мы научились, у нас не было соцсетей. Мы росли без них. Нам вовремя их показали, и мы уже с окрепшим умом поняли, это для работы, это еще какое-то. Дети, давайте говорить объективно, дети не пользуются соцсетями для образовательного контента. Для образования, окей, вопрос. Понимаете, как работает алгоритм Ютуба? То есть, насколько сложно? Окей, вот как говорит абсолютно рандомный папа, который просто деспотичный, который запрещает своей дочке лазить в Ютубе, но ребенку невозможно туда вылезть, и потому что алгоритм работает настолько мощно. Я взрослый человек, который, ну, как бы, я не сижу в соцсетях, но алгоритм мне просто подкидывает эти супер-супер видео, которые хочется смотреть. Ребенку из этого вылезти практически невозможно. Вопрос, знаете ли вы алгоритм YouTube? Отвечу да, и могу... Да, более чем. Да, отвечу да, конечно, я знаю рекомендательный алгоритм Ютуба. В общих чертах, конечно, я не работал в соцсетях, но в общих чертах я понимаю, да, что он формирует аддикцию. Также я понимаю, что, скорее всего, из-за того, что вы сидели мало в соцсетях, по вашим же словам, вы не знаете, как самой себе настроить YouTube так, что он никогда вам не показывал рекомендательные видео. Я это сделал уже на своем Ютубе. Он мне показывает буквально только то, на что я подписан. Выходит новое видео на канале, на котором я подписан, я вижу только их. Все. Ты можешь, если ты хочешь, уже давно искусственно все вырезать. Нейросети помогут тебе понять, как это сделать. Раньше тебе надо было лезть на форумы, сейчас ты можешь спросить. Я считаю, что в этом плане ты просто можешь что себе, что своему чаду выстроить тот ГУЛАГ на том уровне, на котором ты хочешь. Если тебе реально вот нравится брейн-ротик кушать как бы каждый день, ну, ради бога, ешь. Если ты, наоборот, очень эффективно, самоосознанно и все такое, ты отрубаешь всю рекомендательную систему, это возможно, и работаешь с этим. Я думаю, тот же самый вопрос можно... Знаете ли вы рекомендательный алгоритм YouTube? Я работал
Ну, я сказал так, что я конкретно рекомендательный алгоритм YouTube кодом не видел, но я работал в компании iFunny, которая делала среднего размера социальную сеть для США. И в целом я понимаю, что весь интерес это только в удержании, и только. Наши все совещания по работе были про вправо-вверх графики, про DAO, про MAO, про удержание, и это абсолютно такая бесчеловеческая машинерия, где разными темными алгоритмами, темными паттернами тебя отводят от того. Тебя не спрашивают в ходе, а хочешь наши суперумные алгоритмы, которые тебе будут предлагать лучшее видео, да или нет? Нет, мы по дефолту тебе это подсунем, мы тебе подсунем пуши. Кстати, там про пуши тоже они сказали во внутренней документации YouTube также, что они повышают аддиктивность. Это прям была их опять внутренняя коммуникация, вышедшая в суд. Они опять считают, что это addiction, точнее, addiction. Вот, соответственно, ну, как сказать, я считаю, что это несправедливо, потому что тебе приложение не прилагает контроля, по умолчанию оно тебе дает вариант зависимости, а потом говорит, ну вот потому что вот мы какие-то добрые, мы спрятали. Прошу. Спасибо. Андрей, извини, еще один вопрос. В основном он продиктован тем, что ты не ответил, как мне кажется, на вопрос. Там было 3, я просто, может быть, не уложился. Я старался со всеми. Извини. Да. Я поэтому сейчас хочу дополнить немножко и постараться раскрыть твою позицию для себя чуть больше. А именно, я не спорю с тем, что соцсети могут вызывать зависимость и работать на те же рецепторы и проявлять все признаки любой зависимости. При этом соцсети, в отличие от табака, алкоголя и других наркотиков, правда являются неотъемлемой частью современного мира. Табак и алкоголь также. Алкоголь и табак не являются частью работы, не помогают создавать бизнесы, не связанные с ними напрямую. В то время как соцсети для этого необходимы, это постоянная часть современного мира. А ограничение детей действительно от соцсетей немножко уменьшает возможность их вовлечения, образования. Как бы ты видел встраивание действительно опыта для детей, для того, чтобы когда им исполнится 16 лет, они получат полный доступ к соцсетям, чтобы они могли использовать их правильно и все еще полноценно жить в современном мире, где мы и говорим про полный запрет социальных сетей для всех. Ну, мы живем в мире, где не запрещено вот пиво, я сейчас пойду его куплю. У меня есть легкая зависимость, но себя в свои там 41 год я более-менее контролирую. В 16 лет я бы, наверное, хуже контролировал свое употребление алкоголя. Ну, точно 18 у меня было хуже с контролем его. Вот. Это первый момент. Если же мы говорим про вред экономики, да, вот есть кейс, например, Гугла. Это прям тоже вот пресерчил. Google пришел производитель Барби пришел к Гуглу, и они им на белом глазу выслали презентацию. Говорят, мы самый крупный медиаплатформа для детей возраста от 4 лет и выше. Вот, те такие, класс, лайк. Потом они написали фоллоуап письмо, а как это регулируется с законом КОПа, который до 13 лет. И сказали, что мы можем классно таргетировать рекламу, любого из этих возрастов. Там потом продажники с адвокатами пришли и спросили, а как это согласуется с законом КОПа? А Google такой, в ответ ответил, мы не таргетируемся на детей до 13 лет. Ну, то есть, типа, это все знают, это такие игра в кошки-мышки, и, конечно же, они на этом зарабатывают. И если это так жестко изымать, это вызовет их сопротивление, потому что конкретно для Гугла и для бизнесов, которые строятся на таргетировании на детей до 16 лет, на продаже товаров, еще какой-то хрень, это будет дэмидж, да, экономический дэмидж. Ты можешь прокомментировать как-то сейчас опять не то отвечу. Сейчас исходочку. Можно подвинуть. Не, я просто в этом плане вижу соцсети как понятный инструмент выражения политической позиции. Я хотел этот тейк еще вбросить, что на самом деле про соцсети вот европейские чиновники стали подозрительно говорить именно вот в 20-х, я бы сказал, там где-то после 22 года, именно как про платформу распространения хейт-спича и фейков. В основном это, я так понял, было вызвано именно тем, что когда Маск забрал Твиттер, он превратил эту платформу в политическую, в которой он продвигал правые партии, которой он пользовался именно вот в таком ключе. И, естественно, никакому национальному государству адекватному не будет нравиться, что существует платформа, на которой есть эта абсолютная свобода слова, которая не контролируется государством, и они будут пытаться сделать что угодно, чтобы как-то ее ограничить. Почему?
в этом плане защита, почему в этом плане дети до 16 лет аффектятся, потому что, как мы видим, по свежим выборам, именно поколение Z, вот это вот новые дети, они, когда выросли, сформировали тот самый электорат Трампа, который помог ему победить. Эту же опасность видят власти. Не могу регулировать. Не, потом у нас не превратится. Сейчас будет был вопрос, да, а потом да. Я не зашу бы тему. Я сяду без шоу, без правил. Хорошо, можно вопрос, да? Андрей, смотрите, я немножко придумал какую-то ситуацию, да, которая более реальна, чем запрет там, клубники. То есть представьте, допустим, представьте, вы отец, у вас есть сын, которому 14 лет, и ему вот очень интересна, например, литература. Да? Он сидит, читает постоянно книжки, и в то же время ему интересна публицистика, там, журналистика, не знаю, вот это. И он однажды к вам приходит и говорит: папа, я вот кое-где там узнал, что есть такая профессия блогер, как взрослые там этим занимаются, кто-то зарабатывает деньги. Я вот моя мечта, я хочу вот быть блогером и, например, вот заниматься популяризацией литературы, что-нибудь такое. Вот это его хобби, которое он хочет и монетизировать, и это читается в нем как такое, призвание, которое он, вот это то, кем он хочет быть, когда вырастет. Что вы ответите такому сыну 14 лет? Прошу. Ты не мой сын. Не, но глобально это немножко другое. Это модель заработка, это фактически эксплуатация, это система заработка. Так, во-первых, на что мы таргетируемся, да, если он собирается среди детей это постить, если это в масштабах страны, я ему точно помогу, как снимать, как производить контент, потому что вне зависимости от существования или отсутствия соцсетей, уметь это как одна из доменов, которая это нужна. Вот. Но, то есть, типа, если мы это вцелимся заработок, я сам работал в соцсети, вот, извините, да. Ну, то есть, как бы, если мы говорим про заработок, про какие-то будущие планы, окей, надо подумать, как это сделать. Я не... Да, слушаю. Вы готовы нарушать закон ради желания? Я не говорю, я нарушать закон. Ему нельзя в интернет. Я буду, хорошо, во-первых, не обязательно ему соцсеть нужна, мы будем готовить, можем контент производить при Мэйкусике. Вот, ну и что? Ну, то есть, глобально я не понимаю, в чем вопрос. Он манипулятивно меня ставит на другую сторону, сторону Гугла. Я со стороны Гугла такой негодяй готов заработать. Ну, то есть, типа, да. Сначала, да, Ира, потом Андрей, а потом... Просто, как бы, если мы запрещаем соцсети, то, соответственно, YouTube, вы сами признаете, что YouTube — это соцсеть, то да. Он не смотрит, вы не сможете загрузить ролик с ребенком 14-летним на YouTube, который ведет передачу и что-то рассказывает, потому что... Но если это произойдет глобально во всем мире, этот таргет уйдет, то в целом и хрен с ним. На самом деле, если что-то не согласное с дебатером, вы можете потом использовать это в своем голосовании. То есть не обязательно прямо убеждать, что дебатер не прав, вы можете потом просто голосовать против него из-за того, что он, на ваш взгляд, неправильно вел ход дебатов. Есть ли желание прокомментировать к тому вопросу, который был задан твоему сопернику? Да, в принципе, я согласен с человеком, который говорит, это довольно такое, я бы сказал, странное перекладывание. То есть мы буквально заставляем ребенка делать в стол контент, не получать обратной связи, при этом отец думает, что он, не получая обратной связи, также будет правильные советы давать ребенку. В итоге ребенок будет делать в стол 2 года видео, загрузит, получит негативный фидбэк, потому что, это было поздно, это уже там 2 года прошло, там все изменилось. И в итоге, скорее всего, не выйдет. А если он предлагал нарушать закон, то есть, публиковать это worldwide, но не в Испанию, мне кажется, это уже лицемерие. Вы сыграли прокомментировать? Да, я хотела задать уточняющий вопрос. Когда вы говорите, что ребенок не готов к тому, чтобы настроить свои алгоритмы правильно. Вот у меня тогда вопрос прямой. Как вы считаете, во сколько лет человек может сам настроить себе правильные алгоритмы, даже с образованием? Вот, допустим, то есть мы не запрещаем соцсети, мы берем детей, которым 6 лет, там 8 смотрят этот YouTube. Во сколько лет это может осознанно сделать себе? Прием. Я думаю, осознанно себе человек может это сделать, наверное, сейчас лет с 14, с 16, но я сейчас просто поясню. Потому что это я бы точно так не сказал года 4 назад, я бы точно такого не сказал, но сейчас я свой личный опыт передаю и опыт людей, с которыми я разговаривал. Родительский контроль и прочее, оно, с нейронкой поговоришь, тебе все подробно расскажет. И поэтому, если ребенку лет 6, то его родитель просто находит инструменты и их устанавливает.
ограничивая алгоритм. То есть тут понятно, что приложение тебе пихает что-то плохое, но ты можешь специально его заглушить, специально его сделать безопасным, и тебе в этом уже сейчас помогает именно вот этот вот AI, вот это вот все, это просто большие помощники того, чтобы ты построил себе такую систему, какую ты бы сам хотел. Я бы хотел прокомментировать сюда вопрос, да, то глобально, если говорим про социальные сети и все остальное, то обычно это не, вот ты говорил про удовлетворенность, что не дал себе раскрыть, в целом как раз исследования показывают, что это наоборот. Среди детей, участников социальных сетей, чем больше они в них, тем больше у них удовлетворенность собой, своими достижениями, своим телом. Есть исследования, опять же, инсты, которые внутри предсказал, они выделили группу девочек, 32% девочек, которые в социальных сетях сидят, начинают быть недовольны своим телом. Вот, например. И если мы сейчас будем говорить про то, что я не даю ему раскрыться, вероятнее всего, при этом кейсе, как подтверждают исследования, он не будет, наоборот, успешным блогером, вероятнее всего, он словит депрессию и суицидальные мотивы, потому что у кого-то получается, у которого за папой, на самом деле, киностудия стоит, и контент производит 25 работниками, а он будет пытаться сделать так, у него не получается, и он будет ловить дизмораль и остальное. То есть исследования показали, что вообще-то как раз чем больше ты в своих сетях, тем больше ты рисуешь. Да, прокомментирую момент по поводу настройки родительского контроля. Позиционируюсь как человек технически очень образованный, с несколькими образованиями, но вот третий день пытаюсь победить родительский контроль. Это невероятно сложный процесс настройки соцсетей для ребенка и выбора, какие именно видео он будет смотреть, какие мультики, и я бы хотел, чтобы какие он не смотрел. Не существует инструмента, где я могу указать. Я не хочу, чтобы он смотрел этот мультик, потому что я считаю, что этот мультик, где кошечка убивает мышечку, деструктивен для моего ребенка. Только я могу считать, что деструктивно, а что не деструктивно. Да, там просто из Кока-Колы. И, собственно, вопрос другого характера. Учитывая, что запрет до 16 лет сформирован, и считаете ли вы, что соцсети являются в первую очередь инструментом электарным, построенным для манипулирования властью, выборами и так далее, или это инструмент все-таки нацеленный на продажи какого-то контента коммерческого производства, скажем так? Считаете ли вы, что эта электарная механика, она сильнее, чем продавательная, или все-таки наоборот? Судя по характеру вопроса, это вопрос для двух участников. Я отвечу, да, потом. Окей. Я считаю, что нехорошо и немножко лицемерно упускать один из этих критериев соцсети, то есть это и электарная площадка для высказывания позиции, для промоушена партий и прочее, и при этом это, конечно, платформа для продажи контента, для выставления контента, для его оценивания. При этом это, кстати, забавно, что оппонент приводит очень много исследований на Америке, очень много исследований и судов американских, но мы все прекрасно знаем, что с 1997 года попытки по тому, чтобы так или иначе запретить соцсети, сделать аналог закона Санчеза, ведутся. И так или иначе первая поправка защищает в Америке свободу слова. Соцсети признаны площадкой, а площадка не несет в таком случае ответственности за то, что там постят, а постят, ну, там, вот эти вот мультики. Я потом про это мог прокомментировать, если надо будет. Ну, ладно, прошу. Ну, да, первое, это не свобода слова, это вопрос про то, что мы сейчас не говорим ограничивать свободу слова детей, а в присутствии в социальной сети, это немножко разное. И закон тоже немножко другой. Главный санитарный врач США, например, вообще предлагает его лейбеловать как табак. Тоже это вот мнение. Это вот. Мое мнение, что вообще социальные сети сейчас начинают пригребать власти не по политической причине, а тупо по, опять же, в исследования двинусь.
распространение соцсетей прямо пропорционально коррелирует с суицидом у подростков. И просто власти теряют налогооблагаемую базу будущего поколения, которое активно, а в Штатах на 130, господи, процентов возросло оно с момента распространения соцсеток. Есть прямые прям технологические гэпы, появление новой платформы и дополнительные скачки суицида детского. Соответственно, я считаю, что у них просто база выбывает, который платит деньги. И только поэтому Санчес приходит, говорит: ребята, я хочу это закрутить, потому что... Люди умирают. Да, и потом налогоплательщиков будет меньше. Прошу вопрос У меня задать. был вопрос, мнение такое, как это сказать. Когда мы просто что-то обсуждаем, больше всего будет руками в бэкэнде. Я техлит. Да, окей, хорошо, да, хорошо. Все, Очень многие политики говорят, давайте запретим то, запретим это, да, мы запретили Телеграм, не помогло, еще что-то. Как вы видите реализацию запрета соцсетей в Испании? Насколько она вообще реализуема? Есть довольно хорошо определяемые, есть довольно хорошие определяемые критерии социальной сети. Да, это то, где есть контент фактически пользовательский и его обмен. То есть в теории можно взять австралийский и британский опыт, хоть его тут и ругали, как некую базу, фрейм для того, что мы вообще считаем попадает в скоп ограничения, и это, собственно, да, можно довольно хорошо технологически сейчас отрезать от 16-летней и ниже аудитории. Техническая реализация есть. Вот я баловался с Reddit, в целом, ну да, есть VPN, но мы можем тоже подробно... Почему IP? Ну, то есть, типа, есть учетная запись. Первое, есть регуляция Еврокомиссии, которая говорит, что все сети должны быть под авторизацией. Первый момент, да? Ты не можешь просто с улицы попасть в рекомендательный алгоритм. У тебя есть авторизация, которая первая воронка проверки, да? Если испанцы делают по ДНИ, ну, это сложно подделать. Ну, извини, у тебя есть база, где ты можешь пойти и дернуть возраст владельца ДНИ. Если же мы говорим, что ты можешь украсть папин удостоверение и купить вино, ну да, это такое тоже есть. Но это все равно фреймит уже количество пользователей этого. Больше ты хочешь прокомментировать? Да, хочу. Скорее всего, даже если там будет проверка по ДНИ, скорее всего, это, да, действительно будет обходиться обычным VPN с Play Market. И, ну, вот человек говорил про то, как сложно строить мультики, как бы. Хотя бы, если ты настроишь хоть какой-то белый список, и в котором полностью запретишь YouTube, в котором полностью запретишь видео, ребенку будет сложнее выйти из этого, чем из очень-очень хорошего запрета соцсетей, который будет фикситься, скорее всего, одной или двумя проксями, скорее всего, одним или двумя VPN-ами. Я считаю, что это просто нецелесообразно, и целесообразнее все-таки ориентироваться на какие-то другие подходы. Кстати, даже британский подход лучше в этом плане, потому что он заставляет делать две версии сайта для детей. Нет, допустим, в X, если ты зайдешь без регистрации, у тебя из британского IP будет очень много контента просто недоступно, потому что 18+. Причем там обычно, кстати, попадается скорее безобидный контент, просто его маркируют АИшка 18+. То есть, ну, это сам все закон не очень, но Педро Санчес предлагает еще больше зарубить. Я с этим не согласен. И вот здесь еще раз была рука. Правда, есть исследования, которые показывают, что социальные сети опасны для детей. Они повышают количество самоубийств, они повышают тревожность, они приводят к развитию СДВГ и тому подобное. Ты говоришь о том, что это должна быть ответственность родителей ограничивать ребенка от социальных сетей. Но мы как общество, по крайней мере в развитых странах, отдаем государству во многих отношениях накладывание каких-то ограничений для защиты граждан. И лучший пример, который я придумал, это вождение автомобиля. Вождение автомобиля необходимо для экономики абсолютно. При этом во всех развитых странах есть порог возраста, с которого человек в принципе может получить права. Обычно это возраст совершеннолетия. И люди прекрасно обучаются этому. Потом получают права, когда государство считает доступным. И это как раз-таки помогает сохранить как можно больше жизней, повысить безопасность дорожного движения для всех окружающих и всячески благостно влияет на развитие страны. А тот же самый подход как будто бы пытаются предложить к социальным сетям. Почему ты считаешь, что это плохо? Потому что бред от них уже доказан. И у нас есть примеры. Я бы на самом деле хотел бы здесь поднять, мне просто очень не нравится вот этот вот подход смотреть на самоубийство, смотреть на вот это вот все. Я объясню почему. У нас прямо сейчас дети учатся в школе, и проблема кибербуллинга в школе, она скорее, вот
по личному опыту, по опыту исследования, она скорее проистекает не из того, что там в соцсети тебе кто-то сказал, а из того, что коллектив, который формируется, вот этот маленький коллектив по принципу тюрьмы, который формируется у тебя в школе, он выставляет там строгую иерархию, в которой есть те, кого надо гнобить, в котором люди, собственно, получают вот этот дамаг, но при этом мы не говорим о том, что надо запретить школу детям до 16 лет, запретить вообще вот эти вот коллективы, маленькие, навязанные сверху коллективы, которые формируют вот эти вот суицидальные наклонности и прочее у людей, потому что, они на самом деле гораздо сильнее, чем алгоритмы инсты дамажат человека внутри. Поэтому я в этом плане скорее верю в аналогию со школой. И я все-таки за то, чтобы адекватно строить взаимодействие со школами, с кибербуллингом внутри них, и точно так же сделать с соцсетями, с кибербуллингом внутри этих самых соцсетей. У дочки моя дочка в 5 классе, до 6 класса у них запрещены телефоны тотально в школе. Мне нравится, что этот вопрос просто отсутствует как класс именно из-за этого, то что нету вообще интернета, нет девайса, нет кибербуллинга. Буллинг, который происходит внутри, я про кибербуллинг говорил, буллинг, который происходит в школе, он происходит внутри школы, и есть понятные механизмы эскалации и вовлечения школы, если происходит буллинг. Если происходит кибербуллинг, как в России массово дети сидят в интернете, у меня есть знакомый, у которого дети сидят в школьных телеграм-каналах с 1 класса и шлют там порнографию. Да, там классно. В России это огромная большая проблема, что вообще дети бесконтрольно сидят с мобилками с 1 класса. Вот. И я просто про то, что государство создает рамки и не всегда деструктивные. Вот я говорю, мы в Европу выехали, потому что здесь вообще-то рамок куча. Мы не приехали в Бангладеш, мы приехали сюда, потому что здесь куча регуляций, которые в целом нашу жизнь делают хорошей. Время. Прошу вопрос. Извини, я не интересный вопрос. Докни. Илья, ты в своей вступительной речи и там даже оговаривался несколько раз, что то, что государство берет ответственность за наших детей, вместо того, чтобы родители сами это. Да, мне кажется, немножко у тебя классно, что у тебя идеальный мир, у тебя идеальное общество, где ответственные родители, которые разговаривают, объясняют цифровую безопасность и все остальное. Но вопрос, как ты думаешь, какой процент от общего населения в стране составляют эти ответственные родители? И вопрос в следующем. Кто защитит социально необеспеченных, детей, у которых безответственные родители, которые за себя постоять не могут, себе не могут ограничить контент, не то что говорить уже какую-то вести беседу, тет-а-тет, разъяснительную беседу с своим ребенком. Я скажу, что такой процент очень большой. Какой процент большой детей? Правильно сказали, что в российской школе с 1 класса у моего ребенка стоял тотальный контроль, который ничего, кроме мультик, не могла посмотреть. Но она приходила в 1 класс и видела порнографию на переменках. Вот. И это 80% детей. 20% болело. Что делать с 50% детей, кто будет их обучать в школе дамы? Родители не хотят и не будут. Что делать с цифровой неграмотным родителем? Хороший вопрос. Тут, во-первых, надо смотреть на причины такой, условно, цифровой неграмотности. Возможно, они хотели бы, но не могут. Это один вопрос, да? А второй вариант, они сами решили, что их дети будут потреблять все, что хотят. На самом деле это их право. Я в этом плане не хочу быть каким-то огромным судьей, который стоит над всеми родителями и поучает, как им надо воспитывать детей. Возможно, они хотят, чтобы ребенок потреблял контент на Ютубе. Возможно, можно в 12 лет посмотреть порнографию. Это странно вообще видите вот это вот опасение такого контента, когда у нас буквально был сериал этот Sex Education по Netflix ушел, в котором буквально показывали детям вот эти вот все ужасы, и этим нас вроде пугали сначала, но теперь оказывается, что всегда этого не было, мы всегда были против. Честно говоря, я считаю, что в этом плане родители свободны выбирать, а вот те, которые условно не могут, им надо оказывать активную поддержку и хотя бы по аналогии с Британией делать детские версии сайтов и заставлять соцсети, они в принципе поддаются на это, делать хотя бы ограниченную версию, но не запрещать. Это уже слишком.
Комментарий. Во-первых, опять D105, который я почитал, до 8 лет, если ребенок увидел порнографию, это по умолчанию считается психотравмой. Это вот ВОЗ, так вот, коллективно сообщество врачей и психиатров решило, что это психотравма. Видеть порнографию до 8 лет, вот просто by default, любого уровня, это психотравма. Если же мы говорим про помощь родителям, вот у меня кейс, я думаю, сейчас все родители дочери моего узнают. Меня дочь заедала, потому что ходила на площадку, когда в России, и она говорит: папа, включи мне сиреноголовый Майнкрафт, господи. А потому что все дети на площадке смотрели полный говно, просто вот трэш-видео на ютубе, сиреноголовый Майнкрафт, какие-то подростки орали, и там это просто криш, она меня задалбывала, говорит: папа, включи. Я ей не давал включить, но социум дает, потому что у всех это остальное можно. Если ты говоришь про поддержку, которую я бы хотел услышать, при нормальной регуляции, если меньше кринж-видео, то на меня меньше давления на родителя. Я не выступаю в виде антиродителя, который все смотрят какое-то кринж-видео, а я не даю. Все смотрят в школе порнофильмы, а я не даю, да? Как раз поддержка, которую я хотел бы увидеть, это как раз то, чтобы мне государство дало правильный моральный ориентир. Так, друзья, А не РКН. ну что, раздаем бумажки на голосование. Здесь обычно играет музыка. Голосование. Итак, поехали. Первый. Андрей. Комментарий. Мне понравилось больше проверенных исследований. Следующий. Кем проверен? Андрей. Но 16 перебор с 12. А порно, если дети хотят, они найдут. Как и алкоголь, как и сигареты. И бля. Просто написано Илья. Не, на самом деле, Андрей. Андрей, их подача и выбор интересного базиса. Андрей. Так, Андрей. EVC будет? Андрей. Я не мешал. Андрей. И я. Так, ну, блин, нет родителей, это не очень. И я. У кого-то голос украли. Андрей. Испортили бюллетень. Да, Андрей. Ну что, большинством голосов, Андрей, ты победил, поздравляем. Тебе спасибо за участие, классно подискутировали. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы элита Веда, приходите еще. Спасибо. Да, Вопросы теперь, Илья, у вас есть дети? сейчас нет, планирую. Встретимся через 5 лет. Да нет, я как раз таки в этом вопросе, то есть я, скорее всего, тоже буду строить какой-то гулаг. Мне на самом деле получается будет легче, чем вам, раз вы, условно, вам это тяжело, а мне это оказалось легко, то есть, ну, хорошо. А я хотела прокомментировать, что, ну, я написала Андрея в своей бумажечке, но я хочу сказать спасибо обоим спикерам и Илье в частности за то, что, во-первых, вы рассказали свою точку зрения, во-вторых, вы молод, вам 24 года, да? 25, и да. то, что вы пережили уже, то есть мы-то, у нас появились соцсети там лет в 15-17, вот, а вы, получается, пережили уже вот это вот время, когда вы были молоды, соцсети уже были. Отлично с этим справились, это хороший пример, который, ну, как-то позитивно подкрепляет то, что в целом наши дети еще могут вырулить. Я могу тут еще добавить, что не только я пережил это, но у меня прямо сейчас есть сестра, которой уже исполняется 18 лет, и я как бы застал в таком разумном возрасте, то есть я ее, вот, ну, получается, на 8 лет старше, я стал в разумном, на 7, в разумном возрасте я застал то, как условно соцсети, ну, могут плохо влиять на человека, то есть, ну, типа, у нее тоже были с этим проблемы, и мы тоже с этим работали. Спасибо.